Над мавзолеем первого императора Китая регулярно работают исследовательские группы с георадарами. Они фиксируют камеры, коридоры, структуры глубоко под землей. Ученые получают данные о том, что находится внутри. И не входят. Это не исключение, это правило. Человечество умеет сканировать планеты, читать генетический код организмов, которые жили миллионы лет назад, и видеть структуру горных пород с орбиты. Но прямо сейчас существуют захоронения, которых весь мир знает, чьи владельцы известны по имени, чья история описана в тысячах книг, и в которые мы все равно не можем войти. Или не можем найти. Или входим, но не понимаем, что именно видим. Это ролик не про тайны и не про сокрытые секреты. Это расследование о границе, о том месте, где возможности современной науки упираются в сохранность, политику, этику и простую честность перед собственным незнанием. Почему самые известные гробницы мира остаются закрытыми, потерянными или недосягаемыми даже сегодня? Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно разобраться в самом слове «недоступное», потому что за ним скрываются очень разные ситуации, и смешивать их значит не понимать ни одну. Есть гробницы, которые найдены и известны давно, но главная камера намеренно не вскрыта. Есть захоронения, которые открыты и частично изучены, но есть основания думать, что внутри есть еще не найденные помещения. Есть места, где существование гробницы подтверждено письменными источниками или устной традицией, но физически она до сих пор не обнаружена. Есть памятники, которые нашли и исследовали, но закрыли для доступа, потому что само присутствие людей их разрушает. И есть случаи, когда место захоронения было известно современникам, а потом история просто потеряла эту информацию. Это 5 разных проблем, каждая требует отдельного разговора. Начнем с самого известного случая первого типа. Мавзолей Цинь-Ши-Хуанди стоит в провинции Шэньси уже больше 2000 лет. Первый император Объединенного Китая, умерший в 210 году до нашей эры, был погребен в сооружении такого масштаба, что само описание его звучит как фантастика, если бы его не подтверждала и археология, и исторические источники. Историк Сыма Цянь, писавший примерно через 100 лет после смерти Цинь-Ши-Хуанди, описывал погребальный комплекс следующим образом. Подземный дворец с моделью рек из ртути, текущих в искусственное море. Потолок с изображением звездного неба. Механические арбалеты, заряженные и готовые к выстрелу на любого, кто войдет. Описание выглядело легендой, пока геохимические исследования почвы вокруг кургана не зафиксировали аномально высокое содержание ртути. Именно там, где Сыма Цянь помещал реки. В 1974 году в нескольких километрах от кургана крестьяне наткнулись на фрагменты обожженной глины. Начались раскопки. Так была обнаружена терракотовая армия, 8000 глиняных воинов, размещенных в боевом порядке. Каждое лицо индивидуально, каждая фигура раскрашена. Это была охрана для того, что находилось дальше. Но дальше никто не пошел. Причина не в отсутствии технологий. Причина в том, что войти значит уничтожить. Вот конкретный механизм. Когда в 1987 году был вскрыт один из боковых коридоров терракотовой армии, исследователи зафиксировали следующее. Сразу после открытия доступа воздуха лакокрасочный слой на фигурах начал отслаиваться. Через несколько минут. Краска, пролежавшая в бескислородной среде более 2000 лет, оказалась крайне нестабильной при контакте с современной атмосферой. Часть росписи была потеряна безвозвратно, прежде чем исследователи успели принять какие-либо меры. Если такое происходит в боковом коридоре, что произойдет в главной погребальной камере, где концентрация органических материалов, тканей, деревянных конструкций и, возможно, уникальных артефактов несопоставимо выше? Именно поэтому китайские власти и международное научное сообщество сошлись на одном – не сейчас. Возможно, через 20 лет, когда методы консервации станут достаточно точными, чтобы зафиксировать содержимое прямо в момент вскрытия. Или через 50. Пока сканирование, картографирование, изучение периметра. Но не вход. Это решение часто воспринимается как уклонение. На самом деле это противоположное. Это признание, что объект важнее сиюминутного желания увидеть, что внутри. В 1922 году Говард Картер вскрыл гробницу КВ-62 в Долине Царей. Гробница Тутанхамона – один из самых известных археологических объектов мира. 4 помещения, около 5000 артефактов, золотая маска. Казалось бы, все открыто, все изучено, что тут еще исследовать? В 2015 году египтолог Николас Ривз опубликовал статью, в которой предположил, за северной и западной стенами гробницы могут быть замурованные проходы. Его вывод основывался на анализе высокоточных трехмерных сканов поверхности стен,
следах, которые раньше никто специально не изучал. Ривз предположил, что Тутанхамон был похоронен в спешке, фактически в боковой камере более крупной гробницы, и что основное погребение за этими стенами может принадлежать Нефертити. Это была гипотеза. Конкретная, аргументированная, но гипотеза. Начались дополнительные исследования. Египетские власти организовали 2 независимых радарных обследования стен. Результаты оказались противоречивыми. Одна группа зафиксировала аномалии, соответствующие возможным полостям, другая не нашла достаточных оснований для такого вывода. В 2020 году итальянская группа провела 3-е исследование с применением другой технологии и также не дала однозначного ответа. Это очень важный момент. Не потому, что ответ неизвестен, а потому что это прекрасный пример того, как работает наука в реальности. Существуют данные. Данные допускают несколько интерпретаций. Исследователи не могут прийти к консенсусу не потому, что скрывают правду, а потому что инструменты пока не дают достаточно точного сигнала. Стены при этом не вскрыты, потому что даже если за ними ничего нет, сам факт разрушения уникально сохранившейся росписи ради проверки гипотезы неприемлем. А если там что-то есть, тем более. Тутанхамон, которого мы знаем всю жизнь, может оказаться еще не до конца понятым. Это не кризис, это нормальное состояние науки. Теперь совсем другой тип недоступности. Не закрытая камера, а отсутствующая точка на карте. Александр Македонский умер в Вавилоне в 323 году до нашей эры. Ему было 32 года. Его тело было забальзамировано, по некоторым свидетельствам, с такой тщательностью, что оставалось нетленным несколько дней после смерти, что само по себе стало предметом обсуждения среди историков. Его погребение стало немедленно политическим объектом. Военачальники Александра понимали, что контроль над телом завоевателя – это символическая легитимность. Тело перехватил Птолемей и доставил в Египет, сначала, вероятно, в Мемфис, потом в Александрию, где был построен специальный мавзолей, который античные источники называли Сома или Симеон. Туда совершали паломничество. Юлий Цезарь был там, а Август по источникам посетил гробницу и возложил венок, а потом, согласно Кассию Диону, при осмотре мумии отломил у нее кусочек носа. И потом Александр исчезает из исторического поля. Последнее известное нам свидетельство посещения гробницы относится примерно к III-IV веку нашей эры. Дальше – молчание. Что случилось с мавзолеем, где именно он находился в границах Древней Александрии, был ли он разрушен при одном из многочисленных разорений города, скрыт под позднеантичными или средневековыми постройками или просто утрачен в ходе многократных перестроек, неизвестно. Александрия сейчас крупный современный египетский город. Раскопки в городской черте – это прежде всего работа под жилыми кварталами, дорогами, коммунальной инфраструктурой. Дорогостоящая, юридически сложная, политически чувствительная. За последние 1,5 века было предпринято несколько десятков попыток найти гробницу. Ни одна не дала убедительного результата. Человек, изменивший карту мира на территории от Греции до Индии, лежит где-то, и мы не знаем где. Это не романтическая загадка, это просто потеря. История теряет даже самые крупные точки опоры. Клеопатра VII умерла в 30 году до нашей эры. Место ее погребения, как и Марка Антония, умершего раньше и похороненного по ее распоряжению, не установлено. Античные источники дают некоторые указания. Плутарх сообщает, что Клеопатра просила Октавиана позволить похоронить ее рядом с Антонием и получила согласие. Это означало, что оба погребения находились где-то в Александрии или поблизости. Возможно, в том же комплексе, что и гробница Александра, поскольку Птолемеи традиционно хоронили своих правителей в Александрии. В 2009 году египетский археолог Захи Хавас объявил, что обнаружен многообещающий объект – храмовый комплекс Ассирион в Табазире-Симагне, примерно 45 километров к западу от Александрии. Раскопки под руководством Кэтрин Мартинес продолжались годами. Были найдены монеты с изображением Клеопатры, украшения, погребения высокостатусных особ, но не прямых свидетельств захоронения самой царицы. В 2022 году исследователи сообщили об обнаружении скрытого тоннеля, работы продолжаются. Это хороший пример того, как нормально продвигается реальная полевая археология. Не «мы нашли» и не «мы точно не найдем», а «мы работаем», данные накапливаются, ответа пока нет. То, что гробница Клеопатры не найдена, следствие нескольких факторов одновременно. Птолемеевская Александрия разрушалась, перестраивалась и в значительной части ушла под воду из-за опускания береговой линии. Часть древнего города сейчас находится на морском дне.
Политические потрясения поздней античности уничтожили многие источники, а самое имя Клеопатры притягивает к этой теме такой объем медийного интереса, что отделить реальные научные находки от журналистского шума становится отдельной задачей. Чингисхан умер в 1227 году. По монгольской традиции его похоронили тайно, без надписей, без памятника, без каких-либо видимых знаков. Согласно одной из версий, дошедших до нас через персидских и китайских хронистов, место захоронения было сокрыто намеренно. Солдаты, участвовавшие в погребении, были убиты, чтобы никто не мог выдать местонахождение. Это не мифология. Тайное погребение было реальной практикой. Кочевые народы Центральной Азии хоронили правителей иначе, чем оседлые цивилизации, строившие монументальные гробницы. Отсутствие памятника – не упущение. Это выбор. Вопрос в том, было ли это выбором самого Чингисхана или его приближенных. Некоторые источники указывают, что незаметное погребение было его собственным пожеланием. Другие, что это решение приняли уже после его смерти. Письменных свидетельств от монгольской стороны, которые бы прояснили это, не сохранилось. Поисковые экспедиции предпринимались неоднократно. Наиболее технологически оснащенный из них – американо-монгольский проект «Долина ханов» в 2010-х годах, использовавший дистанционное зондирование и спутниковую съемку. Было изучено несколько тысяч квадратных километров в районе горы Бурхан-Халдун, место, которое монгольская традиция связывает с Чингисханом. Были обнаружены погребальные курганы и следы человеческой активности, но не главная гробница. Проект столкнулся еще с одним препятствием. Монгольское общество разделено в своем отношении к самой идее поисков. Гора Бурхан-Халдун – священное место. Для многих монголов раскопки там неприемлемы, независимо от исторической ценности возможной находки. Здесь граница между наукой и этикой не абстрактная, она конкретная и политически значимая. Возможно, могила Чингисхана никогда не будет найдена. Возможно, это именно тот результат, который планировался. Нефертити – особый случай. Здесь нет потерянной гробницы в обычном смысле. Есть спор о том, может ли известная нам гробница скрывать еще одно захоронение. Гипотеза Ривза о скрытых камерах в КВ-62, которую мы уже упоминали, изначально содержала конкретное предположение, что за северной стеной гробницы Тутанхамона может находиться захоронение Нефертити. Основание – иконографический анализ росписей, сходство с другими образцами позднеомарнского периода и логика спешного захоронения фараона. Это хорошо проработанная гипотеза, она не фантазия, но она остается гипотезой, и важно понимать, существование гипотезы не означает ее правоты. Нефертити – одна из самых известных фигур Египта Нового Царства. Ее образ, растиражированный в массовой культуре, создает мощный интерес к любым новостям об ее возможной гробнице. Этот интерес, медийный, а не научный, иногда опережает реальные данные. Где именно погребена Нефертити, неизвестно. Возможно, в долине царей. Возможно, в еще не обнаруженной гробнице. Возможно, ее мумия уже находится в каком-то хранилище под другим ярлыком. Это честный ответ, потому что другого пока нет. Аттила умер в 453 году. Великий завоеватель, перед которым трепетали Рим и Константинополь, умер, по всей видимости, от кровотечения в брачную ночь. Не страшная смерть для человека, ставшего символом ужаса. Погребение, согласно готскому историку Иордану, было обставлено, как и положено, кочевому царю. Тело заключили в несколько гробов – золотой, серебряный, железный. В могилу положили оружие и предметы роскоши. Рабов, копавших яму, убили, чтобы место осталось тайным. Предположительно, Аттила похоронен где-то в Панонии, регионе, соответствующем примерно территории современной Венгрии. Гробница никогда не была найдена. Аларих, вождь вестготов, разграбивший Рим в 410 году, умер в том же 410 году, на юге Италии. Иордан описывает его погребение как нечто намеренно скрытое. Реку временно отвели, тело захоронили в русле, после чего воду вернули, и все, кто знал место, были убиты. Предположительно, район Козенцы в Калабрии. Гробница также не найдена. Оба этих случая – примеры того, как историческое небытие создается намеренно. Это не случайная потеря. Это сокрытие как осознанное действие, и оно сработало. Прошло 1500 лет, а ни та, ни другая могила так и не обнаружена. Есть еще один кейс, который стоит в этом ряду. Цари Израиля и Иудеи, правившие в Иерусалиме в первом тысячелетии до нашей эры, Давид, Соломон и их преемники, погребены, согласно Библии, в городе Давидовом. Место хорошо известно текстуально. Место в общих чертах известно географически. Это холм Офил к югу от Храмовой горы.
Но никаких царских погребений там не найдено. Иерусалим раскапывается уже 1,5 века. Слои эпохи первого храма доступны, изучены. Царские гробницы нет. Где именно они, неизвестно. Уничтожены ли при одном из многочисленных разорений города? Или находятся под теми участками, которые по религиозным и политическим причинам недоступны для раскопок? Вопрос остается открытым, и политическая чувствительность Иерусалима делает его особенно трудным. Теперь самый важный вопрос этого ролика. Мы прошли через несколько совершенно разных типов недоступности. Намеренно не вскрытые камеры, спорные стены, за которыми, возможно, ничего нет, гробницы, потерянные городами и временем, захоронения, скрытые намеренно. Но есть кое-что, что объединяет большинство из них. И это не тайна, а решение. Современная археология не работает по логике «нашли, значит, вскрываем». Это принципиально важно понять. Когда в 1922 году Картер вошел в гробницу Тутанхамона, у него не было инструментов для того, чтобы правильно зафиксировать состояние органических материалов в момент контакта с воздухом. Часть артефактов была повреждена уже при первом осмотре. Картер делал все возможное по стандартам своего времени, но стандарты были несовершенны, и невозможно отмотать назад. Сегодня, при известных ограничениях, угрозе потери пигментов, тканей, деревянных конструкций, химического состава воздуха в замкнутом пространстве, часть научного сообщества занимает позицию, которую можно сформулировать так. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, это не трогать. Ждать, пока технологии консервации будут достаточно развиты, чтобы работать в режиме реального времени. Фиксировать, а не разрушать ради фиксации. Это не трусость и не бюрократия. Это профессиональная этика, которая ставит долгосрочную ценность объекта выше краткосрочного удовлетворения от открытия. Применительно к мавзолею Цинь-Шихуанди это выглядит примерно так. Мы знаем, что там есть. Мы знаем, что это грандиозно. У нас есть все технические возможности начать раскопки. Но если мы войдем сейчас, часть того, что там лежит, будет повреждена безвозвратно. Если мы подождем 20 лет, и за это время методы стабилизации органики шагнут вперед, то, что мы обнаружим, будет в разы более ценным. Ждать – это не пассивность, это стратегия. Есть и другой тип ограничений, более трудный для обсуждения. Некоторые гробницы недоступны не по научным, а по политическим и этическим причинам. Гора Бурхан-Халдун для монголов – священное место. Холм Офил в Иерусалиме – зона, где религиозная и политическая чувствительность делает масштабные раскопки практически невозможными. Это не слабость науки. Это реальность того, что древние места существуют внутри живых культур, и у этих культур есть голос. Наука не существует в вакууме. Она работает в конкретных политических, культурных и этических контекстах. И иногда ответ «мы не можем это исследовать» означает не техническое ограничение, а уважение к тому факту, что прошлое принадлежит не только ученым. Все кейсы, о которых мы говорили, разные. Разные эпохи, разные культуры, разные типы потери и разные причины, по которым вход закрыт. Но они указывают в одну сторону. Мы привыкли думать о прошлом как о чем-то, что уже освоено. Раскопано, описано, разложено по музейным витринам. Это иллюзия. Прямо сейчас за земляным курганом лежит незатронутый подземный дворец. Под улицами живого города не найденная гробница человека, которого видел Цезарь. В горах Монголии место, которое было спрятано намеренно и до сих пор не выдало себя. За расписной стеной, возможно, еще одна дверь. А возможно, просто стена. Это не провал науки. Это ее честность. Самая важная мысль, которую дают эти закрытые двери, чем больше мы знаем о древнем мире, тем отчетливее видна карта того, чего мы не знаем. Белые пятна не исчезают по мере роста знания. Они просто становятся более четкими. Мы начинаем понимать форму своего незнания. И, возможно, именно осторожность у порога, а не торопливый вход, однажды позволит нам подойти к этим местам по-настоящему близко. С инструментами, которых у нас пока нет. С методами, которые еще не изобретены. С уважением к тому, что лежит внутри, достаточным для того, чтобы не разрушить это в момент открытия. Дверь закрыта. Это не конец расследования. Это его условие. Расследование продолжается. Если вам интересно копать глубже, пишите в комментариях, какой из этих кейсов вас зацепил сильнее всего. Подписывайтесь на канал, следующий выпуск уже готовится.